Так, всем привет! Я Юля, и это приключения красной помады, мой блог. Подписывайтесь. Эсти он ран драхну дема. Сегодня я начну именно с этого предложения, потому что буду рассказывать о гигантских пришельцах у нас в Эстонии. Так как много комаров, потому что мы находимся около дачного поселка Муга. Здесь так как-то вот немножко влажно, хотя очень жарко и тепло, поэтому много комаров. Но это ладно, я совсем не об этом. Я буду рассказывать сегодня о тех пришельцах, о гигантских камнях, которые покрывают практически всю Эстонию. Вообще Эстония очень богатая на камни страна, но Ряндрахна это путешествующая скала, путешествующий камень. Почему он путешествующий? Потому что в Эстонии нет ни одного. Потому что в Эстонии нету кристаллической породы. Мы не можем достичь кристаллической породы. Поэтому все камни, которые имеют кристаллическое содержание, граниты, гнейсы, габра, не знаю, бречи, они все пришли откуда-то с другой стороны. И, скорее всего, с севера. Ну, с севера, потому что ледник шел именно с севера. А почему ледник? Потому что именно с ледником пришли эти камни. Сейчас мы пойдем, найдем Муга кабели киви. Кабели это потому, что он такой огромный, как часовня. И покажем вам его. Вообще муговский камень, он не самый большой. Есть и гораздо больше, и гораздо интереснее. Вы, наверное, встречали. Вот здесь показаны, как разные породы камней, откуда они приходили. Вы видите, что не совсем по параллели они шли, но, в принципе, это было вот направление ледника. Ну вот мы и достигли Муга кабели киви. Вообще Муга такой интересный райончик. Пока мы шли, мы накормили, наверное, не один десяток комаров. Здесь немножко сложно найти этот камень, немножко сложно добраться. Ну вот, посмотрите, посмотрите, какое чудовище. Вот так вот. Я выставила здесь несколько фотографий этих гигантов. В большинстве своем они находятся в северной части Эстонии. Вот на этой фотографии здесь даже лестница, чтобы на него подняться. И, конечно, вот муговский камень. Здесь видно его масштаб, человек и камень. Вы видите, это значит раба киви. Он выцвел, но вообще он должен быть такого красно-оранжевого цвета, потому что в нем очень много полевого шпата. Давай. Значит, Муга кабель киви имеет объем 728 кубических метров и обхват 58 метров в диаметре. Именно Ряндрахнут является доказательством последнего ледникового периода. Оказывается, на этой территории находится даже несколько камней, гигантов. Вот один это Муга кабель киви и два рядышком других. И вот сколько времени надо, чтобы просто пройти мимо этого камня. То есть вы можете ощутить этот масштаб. Меня заели. Вон, смотрите, у меня есть соведущий. Вот так вот. А о чем я говорила? Там о плейстоцене, да? На камнях. Ну, там, да. Плейстоцен – это геологический термин раннего четвертичного периода. Я посмотрела только, что он где-то на 2 метра еще вниз уходит, то есть закопан в песок. Вообще Муга такой интересный район. Муга и Марду. Технологичный, техногенный. Здесь он связан с добычей многих разных ископаемых, даже с планированием добычи таких ископаемых, которые по Эстонии вообще нету. Начиная от фосфоритов, кончая там гранитами, кстати, которые, как я говорила, мы не можем добраться, потому что 400 метров нас отделяет от разных осадочных пород. Осадочные породы вообще у нас возникли, потому что Эстония какое-то время
довольно большое время она была на экваторе. И было очень тепло, и было очень много организмов, которые откладывались и откладывались. Откладывались и откладывались. И получились наши известняки, фосфориты и даже горючие сланцы. Ну, это я говорю про полезные ископаемые и плюс другие разные пласты, которые не очень нам интересны, потому что мы не можем получить от них никакую пользу. Так что вот вы видите, сколько здесь можно комаров увидеть сразу на мне, наверное, на ребенке. Ну, вот в принципе, что я хотела сказать. Ну, говори. В общем, это не забудьте взять с собой репеллент комаров. Жгучее море. Вот. Вообще народу здесь довольно много. Потому что, мы уже человека 4 встретили, пока вот здесь гуляем. Так что это место хорошо используется для прогулок. И вот я вам советую, пойдете прогуляться, возьмите мое видео и послушайте, что такое вообще этот камень, и откуда он пришел, и как он называется. Лука, куда ты едешь, а? Куда ты едешь, а? Вот сюда поближе поставь. Куда ты едешь, Лука, а? Куда ты едешь? Куда едем? Следующую передачу снимать, да?